Как прорастить орехи из магазина в домашних условиях? Итак, покупаем в магазине обычные орехи. Они должны быть обязательно этого сезона. То есть осенью их должны собрать. Не в прошлом году, а именно в этом году. Берем зубочистки, ломаем их пополам. И смотрим внимательно на орех. В одном из мест ореха есть более острая часть. Вот она здесь. Здесь на этом орехе плохо заметно, но относительно попки все-таки можно отличить. Орех нужно немножко сжать, либо инструментом это сделать, если орех совсем толстокорый, и острой частью вставить зубочистку в орех, чтобы здесь получилась небольшая щелка. Так я делаю со всеми орехами, которые хочу прорастить. Вот таким образом. Кладу орехи в небольшой контейнер, банку, миску, что вы хотите. Добавляю холодной воды. И разбавляю горячей водой. В результате должна получиться не слишком горячая вода, чтобы можно было палец держать в ней. Просто сильно теплая вода должна получиться. Вот это подходит. Далее я кладу что-то тяжелое, чтобы полностью орехи утопились все, ну или максимум, насколько возможно. Закрываю пленочкой либо крышкой самого контейнера и кладу в очень теплое место, например, около батареи, за холодильником или еще куда-нибудь на печку. Вот, и 2 дня я храню вот в таком состоянии. Далее воду сливаю и 2-3 недели держу в контейнере с закрытой крышкой и небольшим количеством воды на дне. Причем периодически раз в 3-4 дня заглядывайте в контейнер и проверяйте, что там есть вода, что она не полностью высохла, либо наоборот, если вы доливаете, чтобы вы не залили орехи, тогда вероятность прорасти их, конечно, значительно меньше. И через 3 недели у вас уже появятся небольшие росточки. Сейчас здесь вот появится новое видео, уже результаты нашего проращивания. Посмотрите его. Итак, вот орехи простояли уже несколько дней и впитали влагу. Хорошим индикатором этого является то, что орехи опустились на дно. Если какие-то орехи у вас за это время не опустились на дно, это значит, что их можно просто выбросить. Сажать их не стоит. Они не взойдут. Орехи сейчас заворачиваем в салфеточки и кладем в тот же контейнер. Салфеточки для того, чтобы какая-то влага накапливалась и не уходила быстро. Ну, достаточно вот так вот. Немножко просто разбавить, чтобы салфетки были хотя бы слоями. Вот так вот сделать. Чтобы они не подсушивались сильно. И добавляем на дно немножко воды. То есть просто вот, чтобы они слегка были влажные, чтобы воды не было много. То есть вот сольем излишки, чтобы просто было влажное, чтобы воды прям такой особой не было. Так, и закрываем пищевой пленкой. Вот то, что у нас получилось, пищевой пленкой хорошенечко заматываем, потому что стоять будет довольно долго. Нужно будет положить в теплое место на примерно
2 недели. Причем за эти 2 недели вы должны несколько раз открыть упаковку и посмотреть, чтобы орехи не высохли полностью, чтобы была какая-то влага оставалась. Если недостаточно, добавьте водички. Если слишком много, прям вот осела вода там в контейнере, да, то тогда вылейте. То есть переизбытка тоже не должно быть. И через 2 недели, максимум 3 недели у вас должны прорасти первые росточки. Итак, я продержал всего лишь неделю, но уже заметил неплохие результаты и решил показать вам. Откроем, и вот росточек. Соответственно, можно сажать вот так вот на ребрышко. В остальных, поскольку прошла только неделя, конечно, меньше результаты я буду еще держать для полного эффекта. Но видите, вот здесь росточек, он уже готов прорастать. Так что очень действенный метод. Всего лишь неделя прошла, может быть, неделя с лишним. Буду еще держать, посмотрим, как росточки будут развиваться. Спасибо большое за просмотр видео. Смотрите другие видео на канале.